Герду плов. Плов с грецкими орехами. Давайте приготовим. Заранее на 2-3 часа замочите 5 стаканов риса. Обязательно добавьте 2-3 столовых ложки соли, 150 грамм грецких орехов. Заливаем холодной водой. 100 грамм изюма заливаем тоже холодной водой. Сейчас намиксуем волшебную приправу для фрикаделек и тефтелек. Пол чайной ложки чеснока в порошке или хлопья сушеного чеснока. Куркума пол чайной ложки. Корица пол чайной ложки. Соль 1 чайная ложка. Перец черный 1 чайная ложка. Сумах пол чайной ложки. Сушеная мята 1 столовая ложка. И бутоны сушеной розы 6 штучек. Удаляем чашечку цветка. Перебиваем все в кофемолке. Запах супер. Два средних лука нужно натереть на мелкой терке. Это не обрезаю, чтобы лук при натирании не распался. Отжимаем лук. Килограмм фарша у меня говяжий. Добавляем смесь специй. Лук. Вымешиваем фарш. Хотя бы минут 10, чтобы фарш стал вязким. Ставим на полчасика в холодильник. Теперь шафран. Смелим. Видео о шафране можете посмотреть по ссылке в описании. Наливаем во что-нибудь немного кипятка. Засыпаем шафран. Закрываем крышкой. Пусть настаивается. 3 средних лука нарезаем перьями. Фарш охладился. Смачиваем руки. Делаем фрикадельки. Вот такие. С небольшой грецкий орех. Немного растительного масла наливаем в сковородку. Отправляем лук в сковородку. Лук немного нужно посолить. Так лук быстрее отдаст влагу и карамелизуется. Добавим немного куркумы. Когда лук размягчится и начнет карамелизироваться,
Выкладываем фрикадельки в сковородку. Добавлю еще чуть-чуть масла. Пока обжариваются фрикадельки, сливаем воду из грецких орехов. Покрошим их ножом. Не нужно очень мелко. Вот так нормально. Не обязательно штуки фрикадельки поджарить. Набираем водичку в кастрюлю, добавим немного растительного масла, чуть-чуть, посолим, приблизительно столовую ложку. Теперь обжарим грецкие орехи и изюм, кусочек сливочного масла, отправляем в сковородку. Дольем немного растительного масла, чтобы сливочное масло не горело. В разогретое масло высыпаем орехи. Обжариваем до появления орехового запаха. Добавляем изюм. Еще минуточку и хватит. Пересыпаем орехи с изюмом к фрикаделькам. Убавляем огонь. Перемешиваем. Пару минут достаточно. Теперь приготовим рис. Засыпаем рис в кипящую воду. Варим почти до готовности. Приблизительно процентов на 80. На дно кастрюли наливаем немного растительного масла. Посолим. Добавим немного куркумы. Выкладываем на дно кастрюли картофель, порезанный кружочками. Немного риса откладываем в отдельную посуду. Смешиваем с шафраном. Пока отставляем. В кастрюльку выкладываем один слой риса. Присыпаем немного корицы. Следующим слоем выкладываем фрикадельки. И так, слой за слоем. И еще шафранчиком польем сверху. И вот так по краешку. Закрываем крышкой. Заливаем барбарис холодной водой. И оставляем минут на 10. Когда от риса начнет подниматься пар, открываем крышку и сверху выкладываем несколько кусочков сливочного масла. Закрываем крышкой укутанной полотенце. Полотенце между крышкой и рисом не даст капелькам воды из крышки возвращаться в рис. Благодаря этому рис будет рассыпчатым. Сливаем воду с барбариса. Кусочек сливочного масла. Теперь барбарис.
1 чайная ложка сахара. Обжариваем буквально немножко. В рис с шафраном высыпаем барбарис. Перемешиваем. При сервировке эту смесь выложим сверху на рис с тефтельками для баланса кисло-сладкого вкуса. Вот и готовенько. Друзья, спасибо вам за лайки, комментарии и за то, что делаете с нашими видео в своих социальных сетях. Это очень помогает продвижению канала и вдохновляет нас снимать новые рецепты для вас. Попробуем. Это вкусно. Обязательно попробуйте. Приятного аппетита. А я, как всегда, жду вас в гости снова.